Подписчикам привет! Сегодня фильм «Великолепная семерка», 2016 год. Это ремейк. Авторы сценария Ник Пиццалата, Ричард Уэнг, режиссер Антуан Фукуа. В ролях Дензел Вашингтон, Крис Претт, Итан Хоук, Ли Бен Хон. Бюджет 90, сборы 162 миллиона долларов. Сюжет. Дикий Запад, 1879 год. Золотодобывающий магнат Бартоломью Боук берет под свой контроль пограничный город Роуз-Крик и подвергает его жителей принудительному труду в своих шахтах. Сверх того, он побуждает местных фермеров продавать ему свои земли за бесценок. После осуждения церковным собранием Боук сжигает церковь и убивает группу восставших жителей во главе с Мэтью Калленом. Его вдова с другом отправляется на поиски охотника за головами, чтобы на собранные деньги уничтожить Боуга. В соседнем округе они встретили Сэма Чизема, маршала-афроамериканца, и тот согласился. Дополнительно они наняли еще 6 добровольцев. Команда собралась интернациональная. Афроамериканец, мексиканец, кореец, представитель коренного населения Америки, остальные белые. И вот в этом составе они входят в городок. Завязалась перестрелка между семеркой и людьми Боуга. Затем семерка собирает жителей и убеждает их защищать город. Они роют окопы, учатся стрелять, минируют подступы к городу. Ночью, накануне сражения, стрелок-персонаж Итана Хоука покидает город. Маршал останавливает его вопросом: «Сбежишь, даже не дождавшись своей доли золота?» Стрелок: «Завтра к этому времени все будут мертвы». Маршал: «По-моему, каждый имеет право выбрать, где ему умереть». Стрелок еще что-то говорит про гражданскую войну, как его пытали янки. Маршал: «Война закончилась». Стрелок: «Она не закончилась. Смертоубийство идет вовсю. Оно все идет и идет и идет. Я видел столько смертей». Маршал: «Война закончилась для нас обоих. Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Ты нужен мне». Стрелок: «Я стал тем, кого сам презираю. Я слаб духом, я трус. Помни меня, каким я был», и уезжает в темноту. Затем маршал подходит к оставшимся и говорит: «Кто хочет, уходите. Никто вас не осудит». Его спросили: «А ты?» «Я остаюсь. Люди должны жить нормальной жизнью». Такие простые слова. Нормальная жизнь. Что это? Вставать рано утром, завтракать, собирать детей в сад, школу, самому идти на работу, заниматься домашними делами, вечером вернуться и собраться за ужином, делясь новостями. И самое главное, чтоб тебя не одолевало бесконечное чувство страха. И еще стрелок сам себя клеймит трусом. Я не стала бы торопиться с выводами. Вы знаете, есть люди, которым совершить звонок даже другу или знакомому очень проблемно. Я наблюдала за такими. Даже Киану Ривз демонстрирует это на ютубе, объясняя это интровертностью. А еще это может быть аутизм или биполярное расстройство. Позвонить другу или знакомому нет никакой реальной угрозы, но для определенной категории это все равно, что совершить подвиг. Вот ведь как бывает. Но вернемся к фильму. На следующий день звонит колокол. Дети прячутся в подвале. Напряжение нарастает. Вражеская конница приближается. Я представила, что я сижу в окопе, и на меня движется конная армия. Кроме желания обхватить голову руками, зарыться в землю и стать невидимой, у меня не было. Может, у меня тоже биполярное. Очень много людей погибло. В финале раненого главного злодея добивает вдова. Город отстояли, но какой ценой? Из семерки в живых остались трое: маршал, мексиканец и индеец. Есть символичная сцена, когда индеец из семерки убивает индейца из банды. Наверное, этим самым хотели подчеркнуть, что единение происходит не по национальному признаку, а по идейным соображениям. Ну, что-то в этом духе. Кстати, в разгар сражения появляется стрелок, и они вместе с азиатом принимают бой, и оба погибают. Вашингтон и Хоук снимались вместе в тренировочном дне, поэтому, наверное, их персонажи так тепло обнялись при первой встрече. Шучу. Кто-то опять скажет: откуда там темнокожий маршал, а тем более азиат в те далекие годы? Что-то не так с исторической достоверностью. Возможно. Но для меня, как для зрителя, это совсем не важно. Фильм интересный, хоть и ремейк. Мне кажется, все или почти все фильмы с участием Вашингтона очень интересные. Хороший фильм, все просто и понятно. Добро побеждает зло. На сегодня все. Всем пока. Подписываемся на канал.